улыбчивого всем настроения и добро пожаловать в мою маленькую мастерскую. Сегодня у меня будет 10 овечек. Какая-то магическая цифра для меня. 10 йод, 10 овечек. Не знаю, что будет дальше, но надеюсь, не 10 еще чего-нибудь. Потому что вязать такие партии одинаковых игрушек очень утомительно, и это хобби, уже не хобби, это полноценная работа, которую ты механически выполняешь. Меня спрашивали, как вы вяжете, что у вас одинаковые детальки. Ну, знаете, девочки, связать такое количество игрушек, как я, вы уже автоматически будете вязать все абсолютно идентично одинаковое. Сегодня у меня плюшевая пряжа. Давненько я не вязала из плюшевой пряжи. У меня вот такая Ярнард Дольче. Я другого типа плюшевой пряжи не пробовала. Закупилась одновременно разными цветами именно Дольче, и теперь у меня такой маленький запасик, немного цветов, где-то около 10. Выбор невелик, но мне этого хватает. Вяжу я игрушечки редко из плюша, поэтому такой ассортимент меня вполне устраивает. У меня будут овечки 4 цветов. Это лавандовые, розовые, голубые, и одна будет персиковая. Вот такие цвета. Половину будет погремушечками, половину без шуршалок. Для шуршалок я использую вот такие маленькие контейнеры пластиковые. Я их показываю почти в каждом видео, где погремушки. Наполняю их крупным бисером. Получается вот такие шуршалки. Продаются они в отделах для рукоделия в нашем городе. Не знаю, как в интернете их найти, потому что я покупаю их прямо у себя. Продаются в вот такой коробочке. Называются контейнеры для бисера и мелочей. Так, пряжу плюшевую я вяжу крючочком 4, таким достаточно большим. Прелесть этой пряжи в том, что ней очень быстро вязать. Пряжа плотная, и детальку вы связываете буквально за пару минут, вот такого размера. Итак, здесь я уже подготовила заготовочки. Первые. Начинаю с головы. Здесь у меня 3 лавандовых, 4 лавандовых, 3 розовых, 2 голубых и 1 персиковая голова. Вот такие детальки. Я им связала сразу всем парички, чтобы это было уже видно, какими цветами у меня будут овечки. Одна снялась. Дальше я буду вязать тельца, ну а затем уже все остальные мелкие детальки к ним. Итак, я уже связала все тельца. Это заняло совсем мало времени. Одни у меня с шуршалками внутри, а некоторые такие будут обыкновенные игрушки без шуршалок. Сиреневые, вот такие розовые, персиковый, очень симпатичный цвет, и 2 голубеньких. Все, конечно, все замечательно. Единственное, что мне не нравится в этой пряже, что я не могу понять, почему пряжа одного производителя, одной фирмы имеет разную плотность.
из этих цветов, которые у меня есть. Самая плотная по ворсу, ну даже по толщине, мне кажется, визуально видно, это фиолетовая. Она замечательная. Сама ниточка плотненькая, упругая. А вот голубая, она даже визуально видно, что она меньше. Ворс такой жиденький, меленький. И из-за этого одна и та же игрушка получится разного размера. Вот сравните фиолетовую и голубую. Насколько меньше получается игрушка из-за того, что пряжа тоньше и худее. Я имею в виду по плотности набивания ворса. Это такая упругая, плотная, толстенькая. А это такая розовая и персиковая. Персиковая тоже хорошая. Розовая менее упругая, но разница небольшая. Ну, то есть одинаковая смотрится. А вот голубая совсем меня расстроила. И из-за этого игрушка, вся компания одинаковых игрушек, голубые будут смотреться чуть меньше. Вот, как-то так. Так что сейчас буду их собирать и уже покажу вам, как это будет выглядеть в готовом результате. Голубые, конечно, меня немножечко расстроили. Если они были бы одни, ну, как есть, так и есть. А в компании с другими они будут смотреться меньше. И это будет казаться странно. Хорошо, сделаю, посмотрю, как будет. Здесь я уже сделала все головы. Я им всем наметила глаза. Я им всем пришила уже парички. Головы у меня готовы. Сейчас я буду пришивать их к тельцу. Пришью глаза. И потом займусь вязанием ножек и ручек. Итак, еще маленький процессик вам покажу до окончательного результата. Я уже пришила все головы, глазки, ушки. И у меня уже есть и ножки, и ручки. Вяжу я их из пряжи Картопу Флора. Это номер 884 своим обычным крючочком двоечкой. Как я и говорила, голубые овечки по размерчику будут отличаться прям визуально сильно. Но я здесь ничего поделать не могу. Такая пряжа. Сейчас я буду пришивать ручки, ножки, и все, у меня все будет готово. Итак, все 10 овечек готовы. Еще одна часть большой работы выполнена, чему я очень-очень рада. Единственный не законченный штрих в этих овечках — это бантик. Я им завязываю бантики из органзы, но у меня по какой-то причине не оказалось лент нужного цвета и нужного метража. Это все, что у меня есть. Фиолетовый оказался слишком яркий, розовый для нежных овечек тоже слишком яркий. И их у меня очень мало. Для вот такого бантика, который я делаю на овечку, уходит 1,5 метра ленты. И на днях я схожу в магазин, докуплю
нужного цвета и нужного метража ленты, и уже тогда всем завяжу красивые бантики, и все. Но это уже такой малюсенький штрих, очень приятный, и мне очень нравится, когда игрушка готова, и вот в последний момент ты ей или прикалываешь бирочку, или завязываешь бантик, и все. И у тебя такое классное ощущение радости от проделанной работы, и что работа уже полностью готова. Это очень-очень классно. Итак, мои плюшки готовы. Ура, ура, я очень рада. Все-таки очень много работы. Дальше у меня не по плану, не заказ, просто для себя я захотела сделать игрушки, которая меня порадует. Так что увидимся в следующем видео. Я думаю, вам очень понравится, потому что это будет совсем новая игрушечка, которую я еще ни разу не вязала.